Я вот думаю, будет у нас сейчас собеседником Эльвин Кадыров, насколько нам удастся в разговоре с ним избежать шаблонов. Я надеюсь, что вы поможете нам избежать этих шаблонов. Не, ну на самом-то деле зависит от Эльвина, но зная, во-первых, то, чем он занимается практически каждый день, и насколько глубоко содержание этой работы, я думаю, что уже само это определяет, что не шаблонно человек работает. Но, кроме того, недавно у него была очень интересная и значительная командировка. Это куда? Это был Узбекистан, Казахстан и Киргизстан. Узнаем, как живут наши диаспоры. Это очень важно и нужно. Это очень важно, это очень нужно, и будем научаться принимать во внимание не всегда очевидные вещи. А у Эльвина Кадырова очень меткий глаз. Он как чего увидит, так запомнит и другим об этом расскажет. Так что внимательно смотрите. Мы сегодня говорим с Эльвином Кадыровым, представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, по правам жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя. Эльвин Бей занимается вопросами крымских политзаключенных, их состоянием здоровья и освобождением, ведет правозащитную работу, в том числе в рамках международных визитов. И вот среди этих международных визитов, и мы будем говорить на том языке, который понятен больше тем людям, о которых сейчас пойдет речь, были ваши командировки в Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Вы там встречались с крымскими татарами из диаспоры. Что вы увидели, какие они сейчас, о чем говорят, а что они вообще о нас знают? Да, в первую очередь спасибо за приглашение. Хочу сказать, что действительно поездка была очень интересная. Она была в рамках деятельности Офиса уполномоченного, и поэтому предполагала встречи с нашими коллегами из таких же институций в этих странах, в частности в Казахстане и Кыргызстане. Но кроме этого мы, естественно, встретились с диаспорой крымских татар, с представителями этой диаспоры, и поговорили на их бытность, что происходит у них, что они думают. И это было очень интересно. То есть, на самом деле, в результате депортации я родился сам в Средней Азии, и поэтому я уехал... В Средней Азии где? Да, сейчас называют Центральная Азия, правильно. Мы знаем, что да, Средняя. Да. Может, сейчас и Центральная, а родился еще в Средней. Я родился в Средней Азии, в Узбекистане, а сейчас в Центральной Азии. И поэтому я уехал, когда уже закончил 4 класс, и у меня в памяти есть, как это там быт, какая культура и так далее. И прошло довольно-таки много времени, больше 30 лет, как я поехал и посетил и Узбекистан, и Казахстан, и Кыргызстан. Поэтому разрыв 30 лет, но было что вспомнить. И мне, и поговорив, я увидел вот то, что теплилось у меня в детстве. Да, некоторые культурные такие проявления, например, гостеприимство, хлебосольность. Да, это очень приятно, и было вот как возвращение в детство, где я вспоминал, как это происходило. Просто маленький пример. Это когда на улице я приехал к дому своего дедушки, и, вспомнить детство и увидеть дом. И посмотрев на него, я увидел, что ничего практически не поменялось. Это показатели экономического состояния, что люди не так имеют такие возможности, чтобы поменять все это. И меня удивило то, что соседи, которые там живут, не жили в те времена и не знали даже моего дедушка, а приехали потом, они спросили, а что вы здесь делаете? Я объяснил ситуацию, а они говорят, а захотите к нам чай попьем? То есть я чужой человек, они меня не знают, я их тоже не знаю. Вот какая-то такая гостеприимность, теплота, она как бы располагает. Это то, что первое, что позитивное как бы бросилось в глаза.
Сами диаспоры, в первую очередь мы посетили Казахстан. Казахстан довольно-таки интересная страна, и диаспора там она образована была как после депортации, так как часть, но небольшая, поехала в Казахстан, большая часть все-таки в Узбекистан была депортирована. Ну и в советское время это отправляли на строительство, развитие какого-то направления сельскохозяйственного людей из других регионов в те регионы. И Казахстан и Киргизстан, это большинство крымских татар, попали по распределению такому трудовому. Поэтому это и часть это те, которые в Казахстане, это действительно депортированные, которые там оставались после депортации и мигрировали отчасти в Киргизстан. Поэтому, общаясь с ними, есть те, которые, конечно же, вспоминают и саму депортацию со слов своих дедушек, бабушек, и рассказывают об этой боли. Она нас знакома, перекликается. В частности, они себя идентифицируют как крымские татары. Они пытаются собираться, встречаться на разные мероприятия. В том числе мы попали, это был май месяц, это День памяти жертв геноцида крымских татар. То есть они также эти даты отмечают в рамках своих возможностей и, соответственно, тех правил, которые существуют в государстве. Власти им в этом способствуют или просто не мешают? Ну, в разных странах все-таки от страны к стране отличается. В первую очередь, наверное, это зависит от активности самой, как сказать, диаспоры, потому что за пределами своей родины все-таки крымские татары находятся в другой стране и называются диаспорой. Диаспора должна быть активной. Активность, она построена на идейности, то есть это волонтерство, это бесплатно, и, естественно, она не такая сильная, энергичная, динамичная, как, например, мы видим активность, например, крымских татар в Украине. Все-таки она отличается. Отчасти от того, что они оторваны от своей исторической родины. А другая проблема это в том, что молодежь вынуждена в том, чтобы думать больше, как заработать, как обустроить быт, и находит мало времени. Но тем не менее, само существование диаспор, они являются там юридически оформленными, это уже важный фактор. То есть они там есть, они представляют свою культуру на разных ярмарках национальностей. Они, то есть государство создает такие платформы, где разные национальности могут представить свою культуру, свою литературу, свои какие-то достижения, о которых могут рассказать. Какие-то такие площадки есть. В частности, мы говорим сейчас вот и Казахстан, да и в Киргизстане тоже самая история. Поэтому в Казахстане, пообщавшись, мы понимаем, что вот старшее поколение, которое еще помнит много чего, они являются вот двигателями, да, локомотивами, которые тянут остальных, и они имеют такой багаж знаний, который могут передать. В частности, там, вышивка, в частности, там, поэзия, где-то они учили стихи, хотят учить, чтобы их дети учили, внуки учили. И максимально стараются заниматься этим направлением. Но есть определенные сложности в том, что недостаточность финансирования. То есть сами диаспоряне не являются, крымские татары, к сожалению, там среди диаспорян нет богатых людей. То есть в среднем достатки есть, но именно те, которые могли бы финансировать какие-то проекты, становится очень сложно. В основном это происходит по схеме такой, что они сбрасываются сами, кто сколько может, собирают это, как бы аккумулируют, и потом, например, шьют костюмы, например, национальные. Иногда этого не хватает, иногда они затягиваются проект на дольше, чем они планировали, и даже к ярмарке могут не успеть. Поэтому есть вот такие сложности. Но это, с одной стороны, и сложность, и с другой стороны, это позитив, потому что это тоже объединяющий фактор. То есть они сбрасываются, они считают, что это общее дело, они хотят участвовать, и тут актив в основном проявляется, да, в таких действиях.
Казахстан на площадках дает свои платформы. Мне понравилась очень идея в том, что национальная ярмарка, да, или площадка, где могут каждый представить свою культуру, литературу и так далее, делалась в том, что государство даже оплачивало вот эти стенды. Да, то есть стенды делали и задний фон в виде того, который предлагала та или иная диаспора. То есть крымские татары предложили там фон Бахчисарая сделать. Вот частичка Бахчисарая на баннере, фото, печать огромная. И каждый мог издали увидеть, прийти, познакомиться, почитать и так далее. Такие площадки есть, но принцип Казахстана, я так понимаю, что все национальные спільноты, да, национальные меньшинства, национальные диаспоры существуют, они могут проявляться, но все моменты, которые могут вызвать какой-то негативизм или конфликт, они стараются их убирать. Это тоже может позитивная история, но она всегда граничит с определенными ограничениями. Поэтому вот это балансирование между ограничениями и возможностью как бы убрать возможные конфликты, она вот очень тонкая. Некоторые вопросы, которые не стоит поднимать, да? Вот эта установка. Ну, например, как я понимаю, что использование национальной символики на таких площадках, она не используется. То есть, если символика государства, используется символика государства. Ты можешь написать, например, представителю, что здесь представитель крымскотатарского народа. Да? Повесить, например, флаг, никто не повесит. Это так произошло после оккупации, после российско-украинской войны? Или я так понимаю, это тоже внесло свой вклад в это. В большей степени. Отчасти, возможно, также нужно понимать, что Казахстан во многом, как сказать, многое что изучает и рассматривает, как ему развиваться. То есть он довольно-таки очень эффективно и динамично развивается. Казахстан в экономическом плане, научном этом направлении, IT-направление развивается. И в том числе вот все политические моменты, они тоже важны. То есть надо смотреть. Отчасти... А вы были в Астане, в Алматы? Алматы и Астана, да. Прекрасный город, мне, по крайней мере, так показалось. На самом деле, да, это, как сказать, в Крыму я уже не был с 2014 года, и поэтому горы Алматы мне вот как бы напомнили вот перевал, да, горы, зелень, как бы такая ностальгия, она как бы в каждом каком-то элементе напоминает Крым, и для меня лично, да, и ты вот, как сказать, сразу мысленно попадаешь в Крым. Для меня Крым и перевал – это вот горы, зелень, и когда наступает осень, это разноцветные горы. Красный, зеленый. И Алматы, конечно, горы выше, но тем не менее вот элемент, который мне напомнил про Крым. Ну, красивая природа. А вы говорили о возвращении с диаспорой? Почему они не возвращаются? Во-первых, разные субъективные причины существуют. То есть у каждой семьи фактически есть разные причины. Есть семьи, которые разделились. Часть родственников живет в Крыму, они переехали, часть остались. Остались, кто-то там в свое время служил, надо было дослужить, кто-то поучился, надо было доучиться, кто-то там начал карьеру, и вроде бы надо было как бы дойти до какого-то уровня, и потом планировали переезд. Потом экономические проблемы, которые встретились как и они, так и все остальные. Постсоветское время, вы знаете, после развала был кризис экономический, инфляция. Все это влияло на переезд, потому что условия для переезда очень важны. В частности, себя считают крымскими татарами, стараются свой язык изучать. Из поколения в поколение, естественно, знание языка, качество его знания падает. Это ощутимо, и они сами это осознают. Например, в Киргизстане многие крымские татары знают киргизский язык лучше, чем крымско-татарский, и они открыто об этом говорят. А следующее поколение уже идет, оно уже знает язык и тот уже хуже, особенно крымско-татарский, а вот уже младшее поколение, там есть пробелы такие, что некоторые даже вообще его не знают. Поэтому это они собираются, и эти вызовы их толкают к тому, что что-то надо делать. Это их объединяет, и это большой плюс. Но что-то надо делать, они иногда чувствуют себя, вот вы задали вопрос, что они думают о нас, они, наверное, задают вопрос, а что вы думаете о нас?
И думаете ли вы вообще про нас? Мы оставлены сами по себе, мы выживаем и двигаемся как можем, или все-таки есть системная, централизованная какая-то работа для того, чтобы диаспоры во всем мире сохраняли свою идентичность? И этот вопрос был задан. Но они задавали этот вопрос вам, представителю уполномоченного Верховной Рады Украины. А задают ли они такие вопросы представителям России, которая оккупировала Крым? Что вам об этом известно? В частности, Центральная Азия имеет свою такую особенность, да, и в политическом плане в том числе. Если мы вспомним там после развала Советского Союза, как эти страны образовывались и какая система там была. То есть не всегда люди хотят открыто говорить на политические темы. Это раз. Второе, в большей степени даже аполитичны. Почему? Потому что они вырисовали себе такую картину, что наша задача сохраниться, а для нас это культура, язык, традиции, да, то есть вот что мы должны развивать и сохранить. Если это мы не сохраняем, то мы видим, что будущее поколение уже не знает язык, не знает отчасти свою культуру и отчасти свою историческую связь со своей исторической родиной, они в сердце уже не теплятся так, как у старшего поколения. И вот эту проблему они называют центральной, над которой они занимаются. И поэтому вопросы того, что происходит, например, сегодня в политической плоскости, они говорят, давайте не будем обсуждать вообще. Да, потому что у нас вот эта проблема есть, и мы стараемся эти вопросы не обсуждать. Естественно, отдельно общаясь с отдельными личностями, конечно же, мы слышим их позицию по Крыму. Они болеют за Крым. Крым – это родина. Вот один человек сказал, я мечтаю, когда же будет свободная возможность заехать в Крым, как это было при Украине, и надеемся, что оно так и будет возвращено, чтобы поцеловать свою землю. Вопрос того, что собираются ли они переехать туда, в Крым, этот вопрос очень становится сложным. И тут вопрос решения этого вопроса, наверное, в том, что готовы ли мы помогать в этом направлении. Когда говорим «мы», это, наверное, государство. Потому что государство фактически регулирует общественные вопросы. И один из вопросов – это переезд, это сложный процесс, в котором многие не имеют экономической возможности. Мы знаем, что, например, в Крыму в свое время даже выделение участков была большая проблема. Да, то есть на самом деле, если создавать программы в деоккупированном Крыму о том, чтобы создать условия для коренного народа, который находится за пределами, да, в местах ссылки, скажем так, такие условия, чтобы они хотя бы получили участки, то это значительно будет способствовать переезду. Вы в каком году переехали? В 91-м. У меня просто такой вопрос появился. Вы когда разговаривали с ними, у вас не было удивления, что вы и ваша семья переезжали, несмотря на сложности, без какой-либо помощи и так далее, а вот какая-то часть крымских татар, которые не переехали, вот они все это время ждут и ждут каких-то условий, каких-то возможностей. Не было у вас какого-то такого диссонанса? Или вы больше как правозащитник смотрели? Смотрите, я как бы прямой человек, я прямо это спросил. Почему одни пожертвовали, уехали в тяжелые условия, в неблагоприятное экономическое время, а другие остались? Да, то есть это был прямой вопрос, на который получил я прямой ответ, но ответы были от разных людей разные. Каждый рассказывал свою историю, то есть не объединяя в общее. А у одних, вот я опять повторюсь, говорят, у нас, например, там сын заканчивал университет, мы решили, что он закончит. Потом родственники переехали, там брат, тетя, сестра и так далее. А потом они узнают, что там довольно-таки сложно сейчас в Крыму. Там захваты, не дают участки, не могут добиться, куда ехать, что там нас ждет. И они выжидали, что какие-то условия будут благоприятные, и они вот переедут. И даже родственники сами, некоторые с Крыма, говорили, вы там пока находитесь.
Другой рассказывал о том, что он там работал, и он отправлял своему отцу деньги на строительство дома. Когда проблема с трудоустройством в Крыму была большая. То есть человек, который имел довольно-таки, как сказать, высокое образование, да, высокую квалификацию, он не мог устроиться в рамках своей, как сказать, профессии. Ну, наверное, эта история известна, когда в 91-х годах, 93-х годах в основном и не брали даже на работу. Все-таки надо говорить правду, что в Крыму вот эти российские нарративы и российские настроения, которые разжигали неприязнь в отношении крымских татар, они же и работали над тем, чтобы отодвигать крымско-татарскую интеллигенцию от работы, например, в сфере науки, образования, медицины. Поэтому у нас у всех у крымских татар есть родственники, которые с высшим образованием, уважаемые, как сказать, в Средней Азии, там, врачи возвращались, там, или там, эти ученую степень имея, они возвращались и, приезжая в Крыму, торговали на рынке, там работали на стройке, заслуженные учителя Советского Союза. Вот, ну, у меня есть родственники, например, заслуженные учитель физик, математик. Ну, ходили, работали на рынке, торговали овощами и фруктами. А в Узбекистане были уважаемыми людьми, у которых, как сказать, показательные были классы, они могли разрабатывать, их просто не допускали. Они могли принести пользу в Крыму большую, но в те времена не допускали их. И это тоже фактор, который передавался, вот эта связь между родственниками, да, Крым и Центральная Азия, связь передавали информацию, в которой люди понимали, что есть сложности. И этот фактор тоже влиял не в пользу того, чтобы переехать. И поэтому вот как кейс один, это я зарабатываю, отправляю, не строят там дом. Сейчас закончим дом, мы переедем. Как момент. Но с переездом на самом деле все очень сложно. Все очень сложно. С каждым поколением все будет сложнее. Тому показатель Узбекистан. Я буду так чуть-чуть перепрыгивать. Узбекистан, например, Казахстан примерно количество от 3 до 5 тысяч крымских татар. Статистику никто четкую не ведет. В Киргизстане где-то от 1000 крымских татар находится сейчас. Но смешанные семьи. Один из факторов, который влияет на то, что меняется в будущем поколении у их детей позиция к Крыму. Это идентичность, да, меняется? Идентичность – очень интересный вопрос. Вообще, на самом деле, что такое слово идентичность? Да, нужно давайте определить. Мы отдельно, да. Да, это, то есть, если, например, в семье больше инициативу проявляет там крымский татарин или крымская татарка, там муж или жена, да, они все равно передают это. Передают, и видно вот эта как бы теплота в детях в отношении Крыма существует. Да? Где-то элементы одежды, там фесочка одета, где-то языковые курсы, где детей пытаются привлечь. Где же все равно в смешанной семье происходит больше перевес в другую, как сказать, этническую, да, как сказать, среду, то там уже перевес идет, и вот я вам говорил вначале, что эти дети уже знают, например, язык той страны, в которой живут, лучше, чем свой родной. А иногда они уже считают его не родным, потому что смешанный брак, и, например, отец говорит, у нас так принято, то есть я, например, если там узбек, казах, кыргыз, то и ребенок мой, соответственно, такой национальности, невзирая на то, что жена является крымской татаркой. И это поколение является проблемой в отношении, ну, проблема в чем заключена? По сути дела, это уже поколение, которое не будет себя считать крымскими татарами. Вот самоидентификация, да, то есть как они будут себя идентифицировать, это важный момент. Вот, например, в Турции, когда говорят там 5 миллионов крымских татар, да, а сколько из них идентифицируют себя как крымские татары? А чем стали похожи между собой вот эти диаспоры, которые в Киргизстане, Узбекистане, Казахстане, и турецкая, и румынская диаспора? Ну, схожие элементы это одни, что каждая диаспора образована для сохранения своей идентичности, да, в основе своей. Это коммуникация внутри
Да, то есть люди, площадки, создание каких-то площадок, где они могут встречаться и общаться, проведение определенных мероприятий. Между прочим, положительный фактор, я считаю, что это то, что они собираются. Вот, например, на 18 мая каждый год они собираются, проводят мероприятия. На мероприятие приходит довольно большое количество людей. Даже вот эти смешанные браки, многие, они приходят, своих детей приводят, рассказывают, говорят, что такое 18 мая, проводят какие-то традиционные мероприятия, поминают и тех, которые умерли в результате депортации, этого геноцида. И также вот эти рассказы и коммуникация, это важно. То есть они встречаются, мероприятия, планируют что-то. Вот это их объединяет, то есть они хотят сохраниться. Но насколько там сравнивать деятельность, она отличается от, соответственно, определенных условий, в которых те или иные диаспоры находятся. Вот в Казахстане, например, они, как бы говорю же, для них важно, например, сохранение языка. Вот один из факторов, который их очень интересует, как свой язык сохранять. У них возникает вопрос, а какие платформы использовать? Да, тут важный фактор тоже как бы нужно учитывать государство, в котором они находятся, какую, например, если используют кириллицу или латиницу. Тут сразу же фактор того, что вот у нас сегодня есть проблема. Да? Какая проблема? Это то, что Крым использует кириллицу, а как бы Украина приняла решение, Крым, я имею в виду, оккупирован. Украина приняла решение, что латиница есть как бы графика, которую используют крымские татары. И издание книг, материалов, которые можно изучать, оно идет на разных графиках, и тут вопрос. Например, одна страна латиницу использует, допустим, Узбекистан, да, то, соответственно, как бы... И Казахстан идет к латинице. Идет это процесс. А факт того, что сегодня используется кириллица, а значит, дети учатся на кириллице, старшее поколение знает кириллицу, переход старшего поколения на латиницу, когда никогда не изучали ее, становится еще сложнее и проблемой, и препятствиями. И вот какую платформу использовать. Естественно, да, я считаю, что это хорошо, что есть платформы, которые сегодня создаются в Крыму. То есть Крым довольно-таки интересно делает платформу для изучения языка онлайн. То есть это как с учителем, так и без учителя, просто записанные уроки, что можно использовать. И вот они пытаются взаимодействовать, естественно, находить эти платформы, которые могут использовать, и их использовать в образовании своих детей и младшего поколения. Но вы ведете речь об оккупированном Крыме? Естественно, сейчас мы говорим про сегодняшнее время. И еще один вопрос относительно смешанных семей. Как часто в смешанных семьях преобладает русский язык, если такое вообще бывает? Но вот в Казахстане, например, уровень знания русского языка очень высок. Ну, и владение им. Советский Союз работал, знаете как, что вообще в Центральной Азии, даже вот в мое детство, так титульной нацией все равно оставалось как бы это русский. Да, русский все равно стоял как-то выше, чем кто бы ни был, даже в советское время. В республиках этих ощущалось. Русский, центр Москва, вот эти, как сказать, нарративы, они показывали, что если там глава какую-то позицию занимал, он был русский, а зам мог быть там узбек, казах. В советское время все равно я считаю, что немножко принижалось коренное население, скажем так, этих республик. Да не только этих, я в то время жил в Украине, такая же ситуация была и здесь. И, соответственно, язык. Русский язык знать, это ты себя считаешь, вот знаете, как сейчас вот модно используют выражение, вот как Европа, как европейцы. Вот эта ориентированность, она как показатель какого-то статуса более какого-то продвинутого. Вот в те времена это продвинутый язык, это знание русского языка, то есть и так далее и тому подобное. Поэтому русский язык там осел еще в советское время сильно.
и подавлялся. То есть, например, я когда учился, например, русскоязычная школа и узбекская школа. Узбекская школа считалась как бы вот для таких людей из села там, и так далее. Вот как-то пыталась показать его, принизить немножко. А вот русскоязычная школа – это вот продвижение, это будущее, это ты можешь поехать учиться вообще в такие университеты, там, где Гагарин учился. Там, ну, пропагандизм был и в те времена. После развала Советского Союза, конечно же, начало все меняться. То есть все-таки эти страны начали говорить о своей идее, национальной идее. Сейчас мы тоже как бы на территории Украины говорим, а какая национальная идея, да, нашей страны, нашего, как сказать, государства. И также они после развала начали формировать ее. И там составной одной являлся это язык. Переход на язык, на то, что сегодня на всех государственных учреждениях используется родной язык, это важный фактор, который толкает не только самих, например, узбеков, казахов, киргизов изучать этот язык, если они его плохо знали, потому что там тоже есть такие элементы, что сами же свой родной язык плохо знают, потому что вот это Советский Союз натворил делов. А кроме этого есть то, что другие национальности, которые там находятся, если ты хочешь работать, ты должен изучать этот язык. И они сегодня изучают, неважно, кто ты по национальности. Поэтому это изменило немножко изучение и понимание языка. Но, тем не менее, вы правы, в Казахстане, например, русский язык является, наверное, вторым или, как сказать, наравне с казахским языком, который используется в обществе. Потому что, ну, ты ходишь по улице, ты слышишь, на каком языке общаются. Но потихоньку это меняется. И видно, что любовь к своему языку, своей культуре, изучение своей истории, элементы даже гордости за своих каких-то героев и так далее, оно уже начинает набирать большие обороты. И поэтому это, ну, как бы популяризируется государством, и в обществе это чувствуется изменение. Ну что, настало время переходить к другим обязанностям. А я хотел перед этим про идентичность немножко поговорить, если вы не против. Да я только за. Мы же тоже тут диаспора на материковой части Украины. Мы диаспора или нет? Я бы не сказал. Ну, впрочем, послушаем специалистов. Давайте по диаспоре еще хочу, знаете, сказать, что у них впечатление такое, что крымские татары, будучи коренным народом Украины, отсюда их немножечко забыли. О них не думают. Вот это важный фактор, который надо проговорить, что мы должны также понимать, что мы здесь коренной народ, они там диаспора. Отвечая на ваш вопрос, это, ну, как бы у нас есть национальные эти меньшинства, которые называются диаспорами. У нас они есть. Но коренных народов, да, на сегодняшний день с точки зрения законодательства признаны 3. То есть, скажите, как бы хотели они, чтобы мы думали о них? Я думаю, в первую очередь, это, опять я вернусь, что такое государство? Да, вот государство, по идее, имеет все инструменты для того, чтобы создавать условия для общественного, так сказать, регулирования политического, да, налаживания. Вот почему крымские татары зачастую задают вопрос о том, что вот какой-то суверенитет, да, и так далее. Нужны дополнительные инструменты, которые позволяли бы решить вопрос крымских татар окончательного возвращения, скажем так, с мест депортации, тем, которые не вернулись. Не возвращаются, опять возвращаемся к этому вопросу. Мы должны тоже также думать о том, что стратегически для крымских татар, мне кажется, важно, чтобы крымские татары были на своей исторической родине. Там возможно их развитие. И языковое, и культурное, и сохранение своей, как бы, идентичности, исторической памяти. А за пределами это будет размываться, и многие из них, я думаю, не вернутся, если не будет интереса, вот, скажем так, отсюда, с центра. Потому что центром крымских татар является та территория, где они образовались и где они являются коренным народом. Это центр, и в центре должны, как бы, думать о том, что нам нужны наши крымские татары за пределами. А нужны для чего? А что мы хотим вообще сделать для них? То есть не от них ждать что-то,
а все-таки думать, центр должен генерировать, да, свою национальную идею, да, свою национальную стратегию, в рамках которой должно быть также включены вопросы диаспоры за пределами У нас есть сегодня Украины. национальная идея? Это, наверное, вопрос, если ко мне, то я ее не вижу. То есть сформированной национальной идеи нет. Есть какие-то признаки, да, формирования национальной идеи, какие-то маркеры, но самой национальной идеи нет. Она не сформирована, а над этим надо работать. Условия, в которых находились крымские татары, иногда и вызовы толкали решать приоритетные вопросы, но мы не переходили к национальной идее. Но с законом о коренных народов Украина показала, что для крымских татар есть возможность работать над этим, нарабатывать, предлагать, да, утверждать и, соответственно, это претворять в жизнь. И просто последний вопрос о сохранении идентичности. Насколько наши диаспоры в этих 3 странах понимают, что сегодня приоритетный вопрос у тех крымских татар, которые живут на материковой части Украины и в Крыму, это скорее собственное самосохранение в связи с большой войной, и остальные вопросы, они, вот как вы говорили, отодвигаются. Они понимают это или нет? Знаете, самый важный вопрос, наверное, не секрет, чтобы разобраться в вопросе, надо понять вопрос, да? Когда вы говорите об идентичности, мне кажется, многие не понимают, что такое идентичность вообще. Да, каждый начинает это трактовать по-своему, не разобравшись в этом вопросе. Что такое самоидентичность вообще? Идентичность, какая она бывает? О какой мы идентичности мы говорим? Это личностная, гражданская, конфессиональная, этническая. О какой идентичности? Это говорится о индивидуальной идентичности человека, или все-таки это идентичность, мы говорим о том, что сохранение идентичности народа? Вот в этом такая путаница у людей. И тут я думаю, что разницы нет у диаспорян, и даже здесь коренной народ Украины не разобрался в этом вопросе, часто как бы путаются, и формулировки очень разные. Само образование вообще, этническая идентичность, оно появилось термин в 20 веке вообще. То есть это новый термин, в который вложили определенный смысл. Этнос переводится с греческого как народ, да, то есть понимание, что идентичность, идентификация, да, как народу или принадлежности народа. Вот если индивидуально брать, что а какому ты народу принадлежишь, твоя идентичность, да, то есть этническая, скажем так, то человек определяет это каким образом. Сегодня вот это размытое понятие в 20 веке, как-то я увлекался и читал, оно было связано с колониализмом, где нужно было размыть, потому что были коренные народы, которые оккупировали территории в свои времена, и надо было размывать эти понятия. Мы говорим о крымских татарах, да, сегодня. И если говорить о крымских татарах, то если индивидуально спросить, а к кому ты себя относишь, к какому народу? Даже понятие нация, народ, этнос, здесь даже в эти термины вкладывают разные смыслы. Но давайте мы сведемся к тому, что к какому народу ты себя относишь. Да? То есть какой ты национальности. Иногда, например, говорить о том, что такое национальность. Да, вот какой национальности? Ты крымский татарин скажешь, да, например, а национальная сборная, тогда смысл совсем меняется, да, то есть здесь не обязательно там могут быть одной нации, одного народа. Мы говорим о родовом, так скажем, да, образовании, как этногенез, когда проходит, образуется определенный народ, да, у которого есть свой язык, культура, история, традиции, обычаи, и как мы себя идентифицируем. Теперь есть принцип идентификации, например, там, гражданская, этническая, они будут отличаться, да, или конфессионально, потому что конфессию человек может выбрать, да, этнос не выбирается. Хотя в этом тоже есть дискуссия, дискуссионный вопрос, но не для крымских татар, на мой взгляд. Почему? Потому что у крымских татар есть определенные правила жизни, да, которые являются их одной составной их идентичности.
То есть это культурные какие-то принципы, это традиционные принципы и религиозные принципы, которые формируют, да, эту идентичность, да, язык, историческая память, там, географическое положение, где они образовались. Теперь же, если говорить об идентичности крымских татар, то есть определенные принципы, которым ты не можешь противоречить. Например, религиозное направление. Крымские татары в большинстве своем мусульмане. У мусульман из религии выходит принцип определения твоего, так сказать, принадлежности к народу. То есть какой-то там нации, раньше это были племена, соответственно, определенные рода. У нас у крымских татар до сих пор вот на слуху там, род Ширинский, да, например, там, род Гераев. Это все как бы родословное, да, так скажем. Как она выстраивается? У нас это по отцу. Если отец является крымским татарином, то и ребенок является крымским татарином. Такое определение. Если взять, например, иудеев, евреев, да, они определяют по маме. То есть, сколько бы ты себя не считал евреем, если твоя мама не еврейка, ты не будешь считаться евреем. То есть, разные принципы у разных народов. У нас есть принцип тоже. Но это идентификация личностная. То есть, какого я рода, какому принадлежу народу. И человек говорит по отцу, кем я являюсь. В отношении же идентификации или идентичности, сохранения идентичности народа, это немножко другое. Тут разные, скажем, системные есть характеристики, да, общие, которые нужно понять, что вот эти характеристики, если сохраняются, этот народ сохраняется и развивается. Если они теряют эти характеристики, то, соответственно, они отходят от сохранения своей идентичности. Поэтому, когда мы говорим об сохранении идентичности народа, то мы говорим те качества, которые, например, это язык, например, это культура, например, это традиция, например, это религия, да, историческое наследие. Все это являются элементами идентичности, и все они должны быть сохранены. Но, например, незнание, например, крымско-татарского языка, как, например, диаспоряне теряют его язык, особенно если он схожий. Например, в Турции многие не знают же свой крымско-татарский язык, но знают турецкий. Но они могут себя идентифицировать, говорят, я крымский татарин, да, по своей родословной. Но уже теряют элемент идентичности народа. Поэтому, когда мы говорим о развитии народа, о сохранении идентичности, мы говорим о вот этих характеристиках общих системных, которые должны сохраняться и развиваться. Если они не сохраняются, теряются один за другим, потихоньку мы теряем свою идентичность. И вот это на самом деле очень спорный вопрос, потому что в мире много примеров наций, которые со временем утратили некоторые из признаков, которые тут Эльвин Бей перечислял. Самый близкий к нам из независимых народов – это ирландцы. Менее 5% ирландцев вообще знают ирландский язык, а говорят на нем еще менее 5%. Очень интересный пример – албанцы, у которых и мусульмане, и христиане, да еще и христиане разных деноминаций, часть католики, часть православная. И с одной стороны, если принимать тот родовой принцип, о котором вы говорите, то албанец-мусульманин определяет свое албанство через принадлежность к религии, к исламу. А албанец-католик или албанец-православный, и при этом и те, и другие остаются албанцами. Нет, если мы говорим о том, что какой ты являешься национальности, да, или какому народу принадлежишь, этническая принадлежность, да, то, на мой взгляд, это по отцу определяется его этническая принадлежность. В отношении конфессии, языка и так далее, то эти вопросы могут меняться в народе, даже внутри народа одного. А исторически бывает, как вы говорите, складываются, что разные как бы в одном народе, одной национальности, но разных, например, конфессиональных групп.
Да, такое тоже может быть. Все-таки у крымских татар как раз-таки этногенез образования, когда происходил, все-таки почему у нас есть 3 коренных народа, сейчас мы говорим караимы, крымчаки и крымские татары, одним из важных факторов было именно как раз религиозный фактор. При этногенезе, когда они сохранили, например, одни свою религию, другие свою религию. А вот крымские татары – это разные этнические группы, которые приняли одну религию, да, потом сформировался, то есть один язык, формируется одна культура, да, и он образовался. Поэтому я говорю, что про крымских татар все-таки как бы сужаюсь, потому что действительно многие вопросы как бы можно перемешивать и задавать. Например, американцы – это национальность? Или нет, да, например, когда-то же они образовались как нация. Я знал одного дядьку, родители которого в советское время переехали из Канады в Советский Союз, потому что отец его был советским разведчиком, его разоблачили и надо было убегать. Вот. Но в Советском Союзе выдавали паспорта, в которых как раз обозначали национальность. И вот сын этой пары был единственным человеком, которого я знал, у которого в паспорте было записано национальность канадец. В Советском Союзе, я думаю, была бы и национальность американец, если бы они туда пришли. Сегодня термин национальность иногда даже в загранпаспортах, да, определяет твое гражданство. Не, ну nationality, да. Это принадлежность государству. Поэтому термину придают разные значения. Да. Главное понять суть вопроса. Да. То есть наша суть в том, что я так думаю, то, что было задан вопрос, это как сохранить свою идентичность. Да. Вот все говорят, надо сохранять, а что сохранять? Да? И вот тут как бы ряд этих характеристик, которые прописаны. Надо сохранять язык, культуру, традиции и религию. Да? Вы об этом? Я об этом, да. Но еще историческое свое наследие надо сохранять, да? То есть свою историю, потому что историческая память имеет тоже большое значение, в ней формировался народ, и много элементов, которые сформировались, когда, на каком этапе и как. Это тоже важно знать. Для этого свою историю, не ту написанную в советское время историю про крымских татар, про украинцев, да, а свою историю, то есть которую надо быть объективной, потому что я недавно как бы сталкивался с книжкой, которую писал уже наш науковец, да, то есть в Украине, но, получается, писал с тех пособий и учебников, которые были созданы в советское время. И там нарративы Советского Союза. И в этих нарративах всегда Россия – это герой, спаситель, да, а, например, Турция там говорит, это вассалы, да, допустим, для крымских татар. Пришла Россия и освободила крымских татар. Как освободила, когда с первой аннексии, когда Екатерина зашла. И они это пытаются сделать. Переводим на украинский язык и выдаем как современное, как сказать, издание про крымских татар, в котором нарративы полностью как бы российские, да, что недопустимо. Поэтому здесь нужно работать с архивами. У нас проблемы с этим. Это отдельный вопрос. Архивы находились, у нас есть в Турции, которые написаны на османском языке, специалисты нужны, которые будут работать. Есть большое количество архивов, которые вывозилось с Крыма. Это Россия вывозила, находится в Москве, доступы закрыты фактически. То есть над этим надо работать, свою историю надо возрождать. Мы сегодня встречаемся и в учебниках про, как сказать, Украину, где тоже Украина довольно-таки в нехорошем свете описана. И это тоже... С другой стороны, мы очень много спорных фактов из нашей истории пытаемся или не привлекать к ним внимания, или вообще замолчать. И это о том, что не только писали историю, но и вычеркивали или замазывали историю, где некоторых явлений вроде бы не было тех, кто... Я за принцип того, что надо объективную правду. Неважно, какая она, в истории бывали разные как бы страницы, где-то позитивные, где-то негативные, а где-то они, как сказать, имели факт действительно быть, и нужно признавать и ошибки исторические, ничего тут такого страшного нет. А вот из-за того, что боязнь сказать правду и признать ошибки какие-то, у нас работали над тем, чтобы перекроить, зачеркнуть, где-то замазать, да, и это неправильно. Мы имеем право знать свою
свою историю объективно. А над этим надо работать. Поговорим еще об одной важной теме, о защите политзаключенных. Расскажите нам, пожалуйста, об обмене возможном политзаключенных, над чем сейчас работаете. И еще одна важная тема крымской солидарности, общественном объединении в Крыму. Что теперь будет, по-вашему, с представлением прав крымских татар, которые остались без таких лидеров, без таких координаторов, адвокатов, волонтеров? Первый вопрос – это чем мы занимаемся? Занимаемся мы защитой прав человека. Нарушение прав человека в тимчасово оккупированной территории Автономной Республики Крым сегодня происходит ежедневно. Сегодня, наверное, нет такого права, которое не было бы нарушено там. Фактически фиксация этих прав происходит разными правозащитными организациями, и происходит мониторинг с открытых источников и нами. К сожалению, мониторинг с выездом сегодня невозможен, но поэтому мы используем открытые источники, официальные заявления, в результате которых мы выявляем нарушение прав человека в разных сферах. То есть в действительности Российская Федерация, придя в Крым, оккупировав его, принесла туда не только дороги, которыми там хвастаются, что вот дорогу сделали, она принесла довольно-таки болезненные вещи для общества, которые общество сегодня даже через 12 лет не может воспринять, и, я думаю, не воспримет. Потому что, говоря о том, что люди, которые там жили, я говорю и в том числе о крымских татарах, которые показали свою позицию в 2014 году и продолжали на протяжении всего времени оккупации все равно в рамках своих возможностей, даже под угрозами тюрем, запретов, вызнания иноагентами и так далее. То есть они все равно продолжали эту деятельность. Почему? Потому что вольнолюбивые люди, они все хотят, чтобы их права соблюдались. Человек хочет жить там, где его права соблюдаются. Тогда вопрос возникает, а чего вы не уезжаете? Иногда задают вопрос, а чего вы там, крымские татары, не уехали после оккупации? Иногда я встречаю такие вопросы сегодня и здесь, и я считаю, что это люди не понимают всего происходящего. Люди приехали на свою историческую родину. Это первое. Второе – это то, что если мы будем призывать к тому, чтобы все покинули оккупированные территории, то это будет выглядеть как то, что мы просто сдаем эту территорию, отдаем, и вы выезжаете, а там уже все пусть остается. Нет, нахождение там наших граждан, те, которые имеют четкую, ясную позицию по отношению к оккупации, войне и так далее, они имеют, просто каждый раз голос уменьшается. И вот в частности вы говорите про солидарность, крымская солидарность, это был голос, который позволял говорить о происходящих там событиях. Потому что создание вакуума информационного и закрытие информации, что у нас все прекрасно, все цветет, дороги делаются, садики строятся, цветочки цветут, сезон происходит, никаких нарушений нет. Эти нарративы, которые Россия пытается пропагандировать через свои СМИ. И вот эта пропаганда того, что все хорошо, она рушится, когда появляются те, например, эти гражданские журналисты, такие активисты, как члены Крымской солидарности, они начинают раскрывать факты, что вот тут нарушение. А какое нарушение? Вот мы говорим о нарушении прав человека с точки зрения международного права. Международное право для России ничего не значит. Мы это увидели с 2014 года, после 2022 года, тем более это стало ярко, где нагло Российская Федерация просто говорит о том, что нам все равно на ваше международное право.
Мало того, что это территория Украины, и мы говорим о законодательстве Украины, где нарушаются интересы граждан Украины, мы говорим об этом. Но мы еще и выявляем такие моменты с помощью таких гражданских журналистов, правозащитников, которые с Крыма показывают факты нарушения законодательства внутреннего. То есть Российская Федерация нарушает свои же даже законы, декларирует одно, делают другое. Например, это тяжело больные заключенные. Есть перечень болезней, по которым нахождение по той или иной болезни человека в заключении запрещено. Российской Федерации даже. Мы не говорим даже о международном праве. И, например, слепой человек, инвалид первой группы, не может находиться в заключении. Да? И тут мы имеем кейс Александра Сизикова, да? Где его осудили, где его арестовали, где его отправили, да? Где он, то есть, почему? Там Ленур Халилов, болезнь, попадает под перечень, находится в заключении по решению суда, все, уже отбывает срок, болезнь прогрессирует, выявляется в тюрьме, и сами же они его отпускают. Почему отпускают? Потому что он попадает под перечень болезней, по которым нельзя его держать. Его отправляют, но потом ФСБ настаивает на том, что нет, надо вернуть его обратно. То есть его возвращают. С дома опять забирают, опять везут в заключение. То есть Российская Федерация нарушает внутреннее еще законодательство. Это показывает внутреннее разложение фактически. То есть та страна, которая нарушает свои же законы, показывает своим же гражданам, что они своих граждан ни во что не ставят. И законы не ставят. То есть получается, что не законы регулятор, а регулятор отдельные службы, отдельные личности. А эта система уже совсем, как сказать, неприятная каждому нормальному человеку. Человек не хочет жить в той системе, где кто-то завтра придет и беззаконно может сделать с тобой все, что угодно. Ты все время как будто бы в зоне риска, даже если ты ничем не занимаешься. С другой стороны, там все понятно. А у нас вот все время создаются какие-то новые органы, и неизвестно, будут они работать, не будут. Насколько пристально вы следили за созданием новой институции, вот, нового представительства ветеранов от Крыма? И что... Наши вообще изменения внутренние, они как бы требуют в отдельности рассмотрения. Их много сейчас. И в частности, то, что касается с Крымом, это то, что у нас было Министерство реинтеграции, которое было закрыто, потом, как сказать, сегодня опять у нас новые министерства образовываются. Есть в этом как бы информация для размышления, да, для обсуждения дискуссий, но тем не менее каждый раз мы видим, в частности и я, как представитель, ту или иную возможность, которую мы можем использовать для защиты прав человека, чтобы те или иные институции работали. Системных изменений, они должны быть, это естественный процесс развития любого государства, общества, но эти изменения иногда они недоработанные. Да? Вот тут, естественно, мы бы хотели, чтобы привлечение было специалистов, экспертов по тем или иным направлениям, в частности, если говорить о нарушении прав человека, временно оккупированных территорий, то, естественно, мы бы хотели, чтобы привлекали и нас, потому что иногда даже законопроект, когда читаешь, что ты находишь, что люди не понимают, что пишут. Да? Ну, на примере того, что не буду говорить, какой законопроект, но когда говорили о оккупированной территории, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, говорилось о том, чтобы там люди, которые там находятся там, должны предоставить документы для того-то, 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 находится в Крыму, но предоставление документов пишется, он должен предоставить справку ВПО. Он не является ВПО. То есть, как вы это пишете? То есть мы видим такие моменты, и там, где нас приглашают, естественно, мы даем свою экспертную оценку, поправляем это, исправляем это. То есть нужно больше привлекать экспертов. Это важно. А создание тех или иных совещательных органов, комиссий,
они имеют плюсы тогда, когда они работают со специалистами и четко понимают задачу. Я не за грантовые истории, вам честно скажу, что есть грантовые истории, которые хорошо звучат, но они в конце по итогу не несут никакой пользы. Да, они больше медийные истории. Кому-то это интересно, может, где-то это и надо, но я, например, и наша институт работает на результат. Не на то, чтобы вот была бы грантовая история, в которой мы проговорили, а в конце решить ничего не решили. Да, а при этом год говорили, собирались большие люди, звали довольно-таки уважаемых людей на встречи, а на встречах зачастую происходит эффект как бы консолидации и согласия с большинством. А у нас сейчас будет происходить эффект консолидации нашего времени. Два заключительных вопроса. Один, возвращаемся к началу, мы тут любим форму рондо, которая на самом деле не очень присутствует в крымско-татарской поэзии, но у нас сейчас не поэзия. Это начинали с диаспоры крымско-татарской, и вопрос о вашем сотрудничестве, если оно есть, и вашем отношении к Всемирному конгрессу крымских татар. Что нужно для того, чтобы он был проведен, и каким должен быть его состав? Если в рамках нашей деятельности говорить, то, естественно, диаспоры имеют большое значение. Какое значение? Это то, что информационно поднимать ту проблематику, которая происходит в Крыму, не молчать. В повестке дня, как в странах, в которых находятся те или иные диаспоры, они могут поставить тот или иной вопрос и говорить о тех проблемах, которые там имеются, в рамках своих возможностей. Поэтому, естественно, мы будем обращаться, как минимум информировать о том, что происходит в Крыму. У нас аккумулируется информация про нарушения, сколько человек, кого задерживают, по каким принципам, какие направления вообще нарушаются, то есть права, те же языковые права, как ущемляются, в чем проявляется ущемление, по национальной принадлежности, по религиозной принадлежности, то есть есть ли свободы те или иные или нет их, диаспоряне должны знать об этом. Крымские татары говорить должны о своих соплеменниках, соотечественниках, о том, что происходит там, не молчать. И это важный момент, который диаспоры могут помочь в этом направлении. Поэтому, естественно, то есть, мы с ними коммуницируем в этом направлении. Всемирный конгресс на последнем своем собрании, это было в 2015 году, да, основные там принятые решения, и одно из решений было это как раз-таки собирать информацию о нарушении прав человека в Крыму. Да, насколько это сейчас делается, не знаю, наверное, будет правильно задать президенту Всемирного конгресса, но в частности мы готовы содействовать в этом вопросе. То есть мы аккумулируем информацию, которую мы можем давать на основе наших мониторингов, на основе наших экспертного совета, в котором привлечены правозащитные организации, которые работают по Крыму. Мы собираем информацию, работаем с постоянным представительством президента Украины в Крыму. Понятно, Эльвин, понятно. И под самый конец, без объяснений, а просто назовите 3 самых, по вашему мнению, отрицательных событий в развитии крымско-татарского общества за последние 35 лет, а потом назовите 3 самых положительных за те же 35 лет. Неважно, какие они. Ваше восприятие без объяснений это будет пища для ума наших слушателей и слушателей. Все-таки негативными процессами являются те, которые повлияли на развитие, между прочим, это замечают и диаспоряне, это то, что все время для крымских татар были вызовы оккупаций, депортаций, да, я бы их объединил. Да, все эти вызовы, оккупации, депортации создают такое, что мы все время в походных условиях. То есть мы все время как бы заново выстраиваем. Номер 1. Да. Номер 2. Негативное. Да, продолжаем. Про негативное, наверное, все-таки это то, что Украина, независимая Украина,
своевременно не оценила крымских татар и крымско-татарский потенциал, когда мы находились в Крыму после возвращения. Принимается и, кстати, перекликается с тем, что говорил наш предыдущий собеседник. И третье, отрицательное или негативное, по вашему определению? Отрицательное – это то, что до сегодняшнего дня не сформирована национальная идея крымских татар. Так. Теперь положительно. Да, говорили об этом. И теперь 3 положительных. Положительным для крымских татар является то, что все эти трудности в результате культурно-традиционно-этнического такого составляющего крымских татар повлияли на то, что мы не потеряли ни свою культуру, ни свои корни, ни свою историческую память, и все время это аккумулирует. Даже сегодня мы, будучи не депортированными, для нас Крым является родиной, родным местом, за которым мы постоянно говорим. Сказано так проницательно и проникновенно, что я засчитываю это за все 3 положительных. Большое спасибо. Мы проговорили сегодня очень много важных тем. Оставайтесь вместе с Диван подкастом, вместе с Громадским радио и Кремия Вокс, и читайте Эльвина Кадырова, если Эльвин Кадыров продолжает писать в Facebook важные вещи, и отслеживайте все, что происходит в Крыму. Это для нас всех очень важно. Чохсаунс.